Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз. Знаки судьбы. Февраль 2025 года. Что откроется, что прояснится в феврале? Давайте с вами узнаем. Останемся, конечно, реалистами. Любой прогноз, расклад не расскажет о личной истории каждого из вас, но я надеюсь, мы проведем приятное время и какие-то подсказки вы получите. Скорее всего, период как раз февраля для вас может быть связан с тем, что вы захотите решить или определить себя по части личной жизни или прояснить какую-то или выйти из двойственной ситуации. Для вас здесь будет характерно такое слово, как решимость, потому что как раз и стать может что-то на свои места. Мы помним, что Уран находится в знаке зодиака Телец, поэтому для кого-то будут актуальны вопросы переезда, вопросы вашего места жительства или откуда к вам приходят деньги. Кого-то могут заинтересовать, кстати, новые виды деятельности по части IT-технологий. Вот это тоже может для вас проиграться. И если прежде вы о чем-то раздумывали, может быть, еще даже и в 2024 году или январь 2025, то здесь Уран переходит в прямое движение уже в самом конце января и практически весь февраль. Это уже в сторону реализации какого-то проекта или в сторону реализации каких-то возможностей. Понятно, что в основе будет лежать ваше решение, ваша, может быть, и заинтересованность. Но давайте узнаем, что же нам раскроют карты. Итак, что откроется? Что прояснится в феврале для вас? Знаки судьбы. Что может быть этими знаками? Какие возможности придут на ваш порог? Какая тайна откроется, какую правду вы узнаете? Какое дело, событие, в котором вы думали, что поставили точку, окажется, что это многоточие или запятая, или вы можете как раз с учетом перехода Урана для себя определить новое направление. И тут может повернуться какая-то прежняя история, которая для вас, может быть, показалась прежде, нерациональной, неинтересной или малозначимой. Может быть, это будет связано и с личной жизнью, но здесь вот как вы заново начнете, потому что увидите в этом свои собственные перспективы или перспективы в отношениях. Давайте узнаем, что важно знать вам в феврале, и эту карту основную мы дополним 3 картами, узнаем, раскроем энергии. Первая карта – энергии дома. Вторая карта – энергия любви. И третья карта – энергия достижений и сферы денег. И мы достанем как карту совет, что же вам помогает. Давайте. Что откроется? 5 мечей. Что прояснится? У вас был, возможно, с человеком какой-то конфликт или было какое-то недопонимание. 5 мечей – это всегда первая победа. Это прежняя действительно могла быть история, когда вы буквально поругались или был какой-то неверный шаг либо с вашей стороны, либо со стороны человека. И вы приняли уже какое-то решение, и теперь вы можете для себя, кстати, прийти к неутешительному выводу, что я погорячился или погорячилась, или вам захочется сгладить опять же какой-то конфликт. Вот в чем знаки судьбы. Давайте откроем сразу. А тут правда, посмотрите, вы можете исправить конкретно какую-то свою прежнюю ошибку. Вы можете несколько изменить направление, может быть, по части ваших заработков, вида деятельности. Кто-то может менять работу. Кто-то, допустим, если вы не собираетесь менять работу, но у вас состоялся конфликт с руководителем, у кого-то ведь так может проиграться, то тогда вы можете с руководителем остаться еще и друзьями. Возможно, состоятся важные разговоры, откровенные. И тогда, когда на чистоту, глядя друг другу в глаза, будет вот эта концепция взаимопонимания, и ваши позиции значительно усилятся. Тут даже, знаете, вот нам показана какая-то ситуация, которая была прежде словно патовая, или для вас
вам показалось, что вы одержали в чем-то победу, а потом обстоятельства сложились именно таким образом, и вы приходите к выводу, что нет, вот надо было действовать как-то не так. Так вот теперь в феврале у вас есть возможность это исправить. Чего бы это ни касалось. Может быть, у кого-то и по части личной жизни, у кого-то по части работы. Может быть, это ваш новый вид деятельности, творчество. Знаки судьбы у кого-то будут как раз говорить, как новые перспективы по тройке пентаклей мы всегда сдаем словно жизненный экзамен. Ну, кто-то буквально жизненный экзамен сдает в том плане, что себя приходится адаптировать к новой ситуации и организовать как-то по-новому. А кто-то будет пересматривать прежнюю какую-то тему в вашей жизни. Вот сейчас мы узнаем, какая же эта тема или с чем это может быть связано. И вы все равно для себя видите какой-то прогресс. Вы можете что-то переиграть, иными словами. Здесь вы ведете основную партию игры. И даже из какого-то минуса вы можете получить хороший плюс. С чем это будет связано? Знаки судьбы. Какая сфера жизни? Земная власть. Деньги. Можете что-то для себя по деньгам кардинально изменить. И тройка пентаклей как раз говорит о том, что мы можем что-то изучать новое. И в последующем это не есть ради любопытства изучения, а именно потому, что материализация какой-то вашей темы, задумки, вашего творчества, ремесла или нового направления по виду деятельности. Кстати, кто-то может изучать, что очень перспективно для вас будет, мои дорогие близнецы, по части IT-технологий или работы в интернет, или что-то вот связанное все равно так или иначе с пространством, эфиром или интернетом. Может быть, у кого-то это и вопросы, которые как командировки тоже могут проигрываться. Или когда вы перемещаетесь куда-то и в другом месте вы работаете, может быть, релокация офиса, наверное, 1000 может быть вариантов, но в конечном итоге земная власть. И эта карта будет как раз и обрисовывать правильные позиции или принятие решений по части финансов, может быть, сохранение финансов или конкретно решение вопросов с документами, с тем проектом, который вы хотите создать, как это переложить опять же, на земную власть или на наш материализм, как это воспроизвести свое намерение в нашей реальной жизни. Для кого-то из вас это могут быть новые источники дохода тоже. Давайте мы узнаем, с чем это может быть еще связано. Опять же, владение. Да, с одной стороны идет сохранение ваших возможностей, ресурсов или возможности сохранения каких-то отношений. И у каждого здесь по-своему. Потому что владение – это всегда то, что нам знакомо. Это то, что мы проходили прежде. Или то, что мы осваивали прежде. По сути дела, это наш какой-то прошлый опыт. Но его теперь совершенно необходимо перевести на новые рельсы. Давайте, знаки судьбы в чем? Тут от чего-то важно не отказаться, и тогда материальная буквально выгода, у кого-то решение очень удачное по части ваших финансов. Причем то, которое имеет перспективы. Не случайно и земная власть, и владение, и конкретно материальная выгода. Это девятка пентаклей, по сути дела, и это карта получения дохода, поэтому кто-то из вас сможет увеличить значительно ваш доход или получить те деньги, может быть, которые задерживались, может быть, для себя по части новых заработков или вообще кардинально смены сферы деятельности, потому что именно через деньги к вам приходят какие-то возможности. Мои дорогие близнецы, я здесь больше вижу, что даже для тех, у кого была патовая ситуация денежная, либо через новую работу к вам придут эти возможности, либо вы сами, я такое могу предположить, организуете или монетизируете ваше творчество, или то, что вы умеете делать лучше всего, и вам нравится этим заниматься, и именно это вам приносит доход. Правда, изменения по части денег или прихода денег, или ваше материальное благополучие само по себе. Хотя я могу допустить, что для кого-то еще будут актуальны вопросы по части жилища или места вашего пребывания. Давайте мы узнаем, какие возможности придут на ваш порог.
И опять нам про пентакли. Девятка пентаклей – это карта, которая только что у нас, мы достали ее, только что о ней говорили. И девятка пентаклей – это карта самодостаточного человека. Наша девушка изображена, она никуда не торопится. Поэтому это у вас все под контролем. Но денег как будто больше. Какие возможности приходят? Заработать деньги. Может быть, в течение февраля. Основная тема будет для вас – это именно финансы. Может быть и закрытие некоторых кредитов, или может быть для кого-то это будет преувеличение как раз ваших финансовых ресурсов или какие-то планы на будущее по части планируемого дохода. Есть какая-то задумка, которую вы хотите осуществить, и вы, даже если прежде, вот по пятерке мечей, была какая-то неразбериха. Здесь, с одной стороны, мои дорогие близнецы, деньги придут и вас порадуют, но вы будете еще и видеть какое-то свое очень перспективное будущее на получение денег. Правда, денежная тема открывает перед вами новые возможности. Какая тайна откроется или какую правду вы узнаете? Влюбленная личная жизнь, она не стоит на последнем месте, но на первом все-таки я вижу деньги. Может быть, это вопросы семьи или когда вы вынуждены делать какой-то важный выбор. Выбор может стоять и по части работы, опять же, но есть и по аркану влюбленные, все же в этой колоде нам больше говорят о личной жизни, поэтому вы можете узнать какую-то правду о вашем партнере. Может какая-то прийти, это старший аркан, правда о родственниках партнера, о ваших собственных родственниках. Или когда, опять же, вы прежде не видели, каким образом заработать деньги. А здесь перед вами открываются совершенно новые перспективы. Ну, какой-то, может быть, выбор, и он предстоит, но я не вижу, что вы будете долго раздумывать. Вы очень правильно сориентируйтесь, откуда могут прийти деньги, а где их не нужно ждать. Вот здесь для вас совершенно что-то очевидно. И этот выбор вы сделаете очень правильно. Давайте узнаем, какая же тайна все-таки откроется или с чем будет связан выбор. Ах ты, все-таки туз кубков. И это карта счастья, карта радости, карта любви, наполненности эмоций, эмпатии, вдохновения, всего того, что нас окрыляет и раскрашивает в более радостные тона нашу жизнь. Поэтому деньги деньгами, но личная жизнь, ну, может быть, и на одном месте, первом вместе с деньгами будет для вас стоять. Поэтому выбор может, конечно, для кого-то стоять между деньгами и личной жизнью. А кто-то сумеет совместить. Или решением каких-то финансовых вопросов, может быть, когда приходится больше работать, а есть еще и личная жизнь. Может быть, и есть какие-то согласования. Все же иногда пентакли нам обрисовывают ситуацию, которая складывается с бумагами, важными документами или согласованиями, контрактами, где-то обязательными какими-то нашими тактическими действиями. Может быть, такое вполне вероятно. И тогда вы будете где-то раздумывать по поводу своей стратегии, тактики, что же это еще может быть за выбор. Вам придется делать выбор. А по аркану Луна это нам говорят о том, что была прежде история, которая либо сложилась как-то непонятно, пятерка мечей, либо действительно был конфликт. Или теперь вы видите, например, продолжение вашей личной истории или истории любви совершенно в другом формате, нежели это вы видели прежде. Партнера вы узнаете, может быть, по-другому. То, что было как раз скрыто для вас, проясняется. Вы можете узнать еще какую-то тайну, к примеру, о людях, которые входят в ваше ближайшее окружение, или о людях, кого вы прежде считали партнерами. Здесь, правда, по Луне, во-первых, будет интуиция ваша давать правильные подсказки, но и та история, которая была связана с какими-то неопределенностями. Она перед вами открывает возможность определиться окончательно. Либо что-то завершить, либо отдать предпочтение чему-то. Что это за Луна и что это, правда, выбор еще раз. Значит, вот этот выбор, карты нам говорят, сделать будет достаточно сложно. Двойка мечей в этой колоде карт обозначает именно мир. Имеется в виду наша гармония в душе, потому что баланс придется держать. И, скорее всего, очень точно обрисовывает эта карта, когда выбор, вы можете думать, что есть выбор.
А карта говорит о том, что нет выбора. Ты не можешь от одного чего-то отказаться и отдать предпочтение чему-то другому. Именно в этой колоде карт. Потому что мне интересно, эта колода карт, она совпадает в некоторых позициях со значениями герметической колоды Таро. Так вот, о чем нам говорит эта карта? Нет как такового выбора. Здесь нужно совместить одно и второе. Может быть, для вас совместить и деньги, и личную жизнь. Совместить, иными словами, или достичь покоя, гармонии в душе, когда вы не думаете, что я должен предпочесть, а мысли ваши идут в другом контексте, как мне объединить одно и второе. Тогда вот вы приходите к какому-то балансу внутреннему, к согласию с самим собой. Опять же, 9 жезлов так выглядит, и она карта великой мощи в герметической колоде Таро, и в этой колоде карта великой силы. Я всегда говорю о том, что у вас сейчас сильная позиция в феврале, но вам нужно правильно тактику и стратегию выбрать, потому что ваша задача выйти как из какого-то отшельника или выйти из какой-то прежней истории, когда вы, может быть, находились как в каком-то месте, которое не предусматривает, допустим, ваших активных действий. Или вы сами себя изолировали, может быть, некоторым образом от общения или от каких-то контактов. Вы, может быть, кумулировали какое-то время, сохраняли собственные силы, и вот теперь настала пора вашего выхода на авансцену, мои дорогие близнецы. Но как это сделать? Вы пока можете растеряться. Вы чувствуете этот выбор, куда же мне идти. И вот тогда великой силы карты или великой мощи 9 жезлов нам говорит, что у тебя есть 2 направления, которые ты должен объединить. Первое, ты чего-то не должен упустить, какую-то возможность. И с другой стороны, ты себе не должен навредить. Поэтому оттолкнитесь от этих 2 направлений, чтобы себе не навредить и не упустить какую-то возможность. И тогда мир и согласие воцарятся в вашей душе. По сути дела, может быть, вот этот знак судьбы, как 3 пентаклей, это мы и должны продумать, как соединить возвышенное и земное, любовь, чувство, эмпатию и какой-то рационализм. В этом состоит ваша судьба, или, по крайней мере, такая задача на феврале. Я, по крайней мере, вижу это именно так. Давайте мы откроем следующую карту. Что для вас ранее казалось как завершено, или вы поставили точку, а здесь выяснится, что нет, не точка, запятая или многоточие. Правда, какие-то партнерские отношения. Может, это проиграется через контакты у кого-то в личной жизни, а для кого-то это проиграется через контакты по работе. Может быть, контакты и с руководителем. Иными словами, там, где был конфликт, теперь должен воцариться мир. Мне нечего добавить. Давайте я достану еще одну карту, чтобы узнать, в чем вы могли поставить точку, а будет продолжение. Нам снова выпадает аркан «Сила». Именно великая сила. И он говорит о том, что вам придется совмещать какие-то 2 важных направления. Как личная жизнь, я уже убрала туз кубков, как личная жизнь и вопросы финансов, чтобы себе и не навредить, и не упустить какие-то прекрасные возможности. Что же важно знать? Давайте откроем следующую карту. И это как основная позиция, которая раскрывает следующая энергия, и это аркан старший император. Вам придется быть императором. С одной стороны, это карта ответственности. Может быть, вам придется брать ответственность на себя или таки решиться на что-то. Это тоже подразумевает, как может быть соглашение, какие-то подписания важных документов или обращение в какие-то высокие инстанции. Что-то вы должны учесть и сделать по закону. Может быть, у кого-то это совпадет еще с налоговыми инстанциями или с тем, что вы будете искать информацию у высоких чиновников, как правильно поступить
или как правильно что-то оформить. Может быть, у кого-то по части личного творчества, бизнеса будут зарождаться первые шаги или намерения. Вот давайте мы с вами откроем, но император, я всегда говорю, это карта жесткого достаточно человека, да, это мудрого человека. Тут какой-то план вы можете себе новый составлять, и совершенно другие возможности будут открываться. Что важно знать? Но отталкиваемся мы от самих себя. И если мы говорим, император чаще проигрывается, как вот такая фраза, есть два мнения, мое и неправильное. Вот поэтому, может быть, и создалась вот эта пятерка мечей или какой-то конфликт, или карта противостояния буквально вашей жизни, когда вам теперь приходится какой-то конфликт гасить. Понимаете, что нет, я себе сейчас могу навредить. Вот вполне вероятно. Все карты где-то подтвердили то, что я говорила в самом начале. Тогда будьте мудрым императором. Мудрый император поставил перед собой цель, намерение, и он знает, что он к нему идет. Но две ипостаси, на которые мы не можем положиться, это объективные какие-то причины внешние воздействия, раз, это будет постоянно меняться, нет стабильности, может быть, даже и в мире, или в окружающей нас обстановке. Мы где-то зависим как и от людей, так и от тех событий, которые как непреодолимая сила, но и людское мнение – это вторая ипостась, потому что оно склонно меняться. Поэтому в связи с вот с этими двумя направлениями император поставил перед собой цель, но готов корректировать мелкие планы. Вот и вы будете готовы на февраль корректировать мелкие планы. Смотрим. Энергия дома. Семерка мечей. Вы можете столкнуться с какой-то хитростью. Вот, кстати, да, у кого-то может проиграться банально, когда, может быть, приходят люди на ваш порог, которым вы перестаете доверять. Может быть и так. Или когда, может быть, вам хочется сделать что-то дома или оформить что-либо по части имущества. Где-то, я могу предположить, и в обход закона тоже. Давайте мы посмотрим, что это может говорить. Вообще нам говорят, будь внимателен, кстати, к паролям аккаунтов, к паролям платежных систем. Здесь ты не должен замечтаться. Будь внимателен к своим финансам. Будь внимателен к своим ресурсам. С чем это может быть связано? Это может быть связано с какими-то и согласованиями, или конкретно приездом человека, вхожего в ваш дом, которому вы тоже не доверяете. Здесь все же надо держать ухо востро и руку на пульсе, потому что семерка мечей не говорит о том, что мы расслабились. Называют эту карту вора, а рядом карта стремительности. Поэтому есть какая-то тема, которую вы должны додумать. Может быть, это и связано с каким-то недоверием. Что это может быть? Давайте узнаем. Тут действительно может быть связано с недоверием, или вы хотите что-то как повторить, или имеете надежды, вот с учетом пятерки мечей, все же попробовать, может быть, и еще раз совершить то, что у вас когда-то прежде не получилось. Может быть и так. Может быть и в ваш адрес приходят какие-то новости, когда вам что-то предлагают, а вы уже кому-то не верите. Тут все будет зависеть от того, что же происходило в вашем доме, в вашей семье или в вашей личной, может быть, где-то жизни, если вы один или одна. Но, скорее всего, тут могло быть связано либо с недвижимостью, либо с самим домом, либо, может быть, и с вашим имуществом. И теперь вам ваша задача как минимум увидеть новую возможность. А нам показан человек, который даже не смотрит. Ему что-то предлагают. И причем эта возможность приходит быстро. А он не то что отказывается, а он даже не хочет обращать на это внимание. С чем это связано? Тут какая-то может быть материальная выгода для вас, мои дорогие. Вы знаете, больше я вижу так. У вас на ваш порог могут приходить какие-то новые возможности по части заработка. Может быть, заработка на дому. Или какие-то предложения, может быть, да? А вы можете от чего-то отказаться. Именно потому, что вы либо к чему-то не привыкли, либо вы пока еще не знаете, как вам действовать, как вам поступить. Или вы ожидаете подвоха, потому что прежде был конфликт.
Здесь настолько у каждого по-разному, но не случайно, наверное, нам выпадали предыдущие арканы, и для вас вот эти два важных направления, как и не упустить чего-то, так и себе не навредить. Вам важно соединить вместе. И где-то это вопросы вашего жилища. Может быть, кто-то из вас пытается продать жилье, где вы сейчас находитесь, и желает переехать в другую местность. И здесь тогда вы себе тоже имеете или наметили определенный план, но есть некоторая неразбериха. С одной стороны, где-то вы сами себе добавляете сумятицу, может быть такое, потому что вы слишком осторожничаете. И часто так бывает, мы осторожничаем, но мы тогда, вот нам эта осторожность мешает увидеть какой-то другой подвох, понимаете? А тут для вас нужно видеть как 3D-измерение в комплексе. И что говорят люди, и кто, с кем вы контактируете, или как вы инициируете какое-либо дело или вопрос. И перед тем, как на что-то решиться или поступить, вы должны что-то детализировать, потому что, правда, тут могут приходить и как добрые какие-то события, опять же, возможности, а вы можете даже не глядя отказаться. И причем чаще всего возможности к нам приходят как-то иррационально. Так и здесь по аркану стремительность, здесь что-то может быть, как какая-то вот эта выгода, она требует принятия ваших быстрых решений. Думать мы тоже можем очень долго, но, может быть, есть смысл что-то просчитать, может быть, 15, 20, 30 минут, уделить просчету каких-то важных вопросов, но от чего-то не отказаться. Потому что, я так вижу, и не просчитаться нужно, и чего-то, опять же, не упустить из возможностей, которые идут вам буквально в руки. В конечном итоге, какой совет нам даст карта? А ведь правда, двойственности какие-то сложные присутствуют в феврале. Опять стремительность. Что это может быть еще? Нам про быстроту все время говорят. И маг. Хорошо, что же этому магу нужно делать? И кто этот маг? Иерофант. Вы знаете, тут у каждого по-своему какие-то важные согласования. По Иерофанту это правда контакты, а еще и с учетом императора. Это то, что мы делаем по закону, это то, что мы делаем по судьбе. Мы что-то оформляем. У кого-то оформление недвижимости, у кого-то купля-продажа недвижимости. С одной стороны, вы действительно хотите сделать так, как вы хотите. Но вопрос, получится ли вот именно в том контексте, как вы хотите. Я могу сказать, что 7 мечей может свидетельствовать для вас о том, что ты, смотри, сам себя не перехитри, близнецы. Вот есть такой момент. Потому что Иерофант – это всегда по судьбе, это всегда по закону. А если ты идешь в обход, то тогда, я бы не сказала, что этот итог вы можете прогнозировать. Поэтому для вас придется быть магом. Где-то поступать по справедливости, по закону, по традициям. Так, и не упустить какую-то возможность. Может быть, объединить. Одновременно вам придется по части денег или по части энергии дома, как и какую-то материальную составляющую, и чувства. Может быть, вопросы с домочадцами будут таковы, что вам какие-то разногласия придется примирить как или в самом себе, или с кем-то из ваших близких. У вас сильная позиция, но и вопрос, я не могу сказать, что достаточно простой. Энергия любви, 2 мечей. Перед тем, как принять какое-то важное решение, наверное, вам стоит что-то обдумать. 2 мечей, опять же, выбор. Поэтому и по части личной жизни есть какая-то тема, когда мы должны словно прицелиться перед тем, как обнародовать, может быть, ваше решение. Что-то вам делать не хочется, это точно. Или наоборот. Есть 2 заманчивых направления, как мы уже с вами рассматривали, деньги и личная жизнь. И вы выбираете между деньгами и личной жизнью. Выбор не удастся. Вам опять же придется что-то совместить. Вот мы как раз на деньги, смотрели. Энергия дома – это где-то тоже недвижимость, имущество. Это ведь тоже в конечном итоге можем свести к деньгам. Вот здесь важно не просчитаться. Как будто ты начнешь выбирать,
а в итоге и не там окажешься. Давайте мы сразу откроем энергию денег и ваших достижений. Королева мечей. Тут должно быть принято какое-то очень важное, мудрое решение. Это карта мудрости, это карта независимого человека. И посмотрите, мечи. Это символично вашей природе, близнецы, ваша стихия воздух. И, может быть, рационализм какой-то при принятии решений над вами именно давлеет. И поэтому вы не видите каких-то возможностей, вы видите лучше возможности по финансам, нежели по чувствам. Вот я, по крайней мере, могу прийти к такому выводу. Вами руководят более холодные энергии, мои дорогие близнецы. Что же вам скажут карты? Какая-то история может быть раскрыта перед вами? А посмотрите, тут обновление какое-то. И здесь, да, чего-то не упустить, но и не сглупить буквально. Ведь по нулевому аркану это наши какие-то непросчитанные действия, с одной стороны. Или когда мы, наоборот, если начнем что-то чересчур просчитывать, тогда мы потеряем и вдохновение, ну, а то и любовь. С чем это может быть связано? Опять же, карта мага, королева мечей, энергия ваших достижений и денег. Король жезлов. Тут будет какое-то вами или должно быть принято абсолютно верное решение, либо, к примеру, по части я строю карьеру, или когда вы занимаетесь каким-то определенным направлением, и вы все же что-то продолжаете. Но король жезлов – это карта харизматичного лидера, поэтому по части денег есть какая-то тема денежная, которая точно вам перспективна. Но и нужно увидеть то, что как раз энергия денег, мои дорогие, наверное, как Венера, которая находится в знаке зодиака Овен. И это где-то неуютно Венере в Овне, в том плане, потому что Овен – это у нас правящая планета Марса. Вот столкновение таких сложных энергий может как раз и спровоцировать для вас какой-то сложный выбор. И я вижу, что и карты нам, уже я не буду доставать, уже ни одна позиция говорит о том, что нет как такового выбора. Если ты начнешь выбирать, будет поражение. Вот конкретно об этом нам и говорят карты. Твоя задача объединить. И почему я вспомнила Венеру? Венера – это не только про любовь. Венера – это еще и про деньги. И чтобы подытожить, это словно вы, мои дорогие близнецы, можете стоять на выборе, что я выбираю – заработки или любовь. А выбора как такового не стоит. Вам нужно объединить одно и второе, чтобы быть счастливым, чтобы перед собой открыть совершенно другие перспективы. Давайте, что вам помогает и совет. Пятерка кубков. Вам нужно принять какое-то разочарование. Может быть, разочарование, что выбора не существует. Вы должны принять, что была какая-то прежняя история, пятерка мечей, и какой-то грустный опыт. Он вам теперь может помочь. Вам важно будет не повторить снова какую-то ошибку, не пройти еще раз по какой-то неправильной траектории для того, чтобы себе не осложнить буквально жизнь. Что вам помогает карта совет? Туз пентаклей. Вам высшие силы дают какую-то возможность. Опять же, и вы выбираете между возможностью или какими-то совершенно новыми направлениями. Пусть это касается и в личной жизни, и где-то в деньгах. Но у вас эти энергии совпадают, как 1000 дорог сходятся в одной точке. И это как провидение. Все же у нас по тузу Пентакли это нам как высшие силы дают вот эту самую, может быть, неожиданную случайность. Или перед нами открывается эта перспектива. Мы можем думать, что нет, ничего не получится. Или мы можем думать, меня прежде вот кто-то обманул. Здесь, знаете, вот правда, не перехитрить себя самого будет очень важно. Не упустить все же, я вижу так. По тузу Пентакли это начало чего-то волшебного. Это как тот пентакль или как зернышко, которое мы садим в землю, и в последующем мы получим денежное дерево или дерево где-то может символизировать вопросы дома и семьи дерева.
вашей самодостаточности и уверенности на долгий период времени. Земная власть, правда, здесь идет как какое-то рациональное решение. И, кстати, четверка ведь Пентакли больше говорит о том, что вы что-то должны сохранить. Значит, тактика и стратегия для вас в феврале будут наиболее актуальны. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.